Самое что интересно, всесоюзная жительница, всесоюзная жительница. Этот район десятилетиями официально не существовал на картах Москвы. Для всех это было просто белое пятно, лесной массив или пустота. Хотя на самом деле здесь кипела жизнь. Работали ДК, школы, и под каждым домом строились настоящие защитные бункеры. Сегодня мы взломаем тайну советского города-сада, который выжил вопреки всему. Погнали! Представьте, что раньше на картах вот этого всего вообще не было. Было просто белое пятно. В Союзе намеренно скрывали этот район. Это был ведомственный поселок, режимная территория. И если ты не работал на водопроводной станции, тебе здесь делать было нечего. Смотрите на эти домики. У многих, наверное, первая мысль: это же немецкие трофейные дома. Но этот миф мы с вами сегодня развеем. Вообще это проекты советской архитектуры, советская школа. Да, рабочая сила была подневольной, пленные, лагеря, но архитектура чисто советская. Советский неоклассицизм. Наши архитекторы специально проектировали их так, чтобы они выдерживали наши зимы. Ну а немецкие проекты, конечно же, в нашей зиме просто бы не выжили. Обратите внимание еще на чередование домов. То есть где-то у нас двухэтажный дом наверху, круг, дальше закругленный такой, дальше, видите, попроще. Следующий тоже у нас другой фасад. Это была такая продуманная стратегия, чтобы избежать визуальной монотонности. Потому что это был элитный поселок для сотрудников станции. Здесь жили инженеры, химики, руководители. Ну и для них, конечно же, старались создать комфорт. Не просто квадратные метры, человейники. Помните Курьянова? Мне кажется, это поселок один в один, как там. Тот же самый парк, аллея. Помните, герб я снимал также с правой стороны, здание стояло. И, по-моему, также почта. Потом по центру стоял памятник. Там Ленину, а здесь Жукову. Ну и ДК. Пообщался с местным жителем. У меня был такой вопрос: правда ли под каждым домом здесь свое бомбоубежище? Потому что в интернете читал, что чуть ли не под каждым домом. Но на самом деле это не так. Здесь дороги, это линии, улицы, вернее, это линия, 5-я линия, 10-я линия. И вот так называемые линии, несколько домов стоит, и бомбоубежище действительно есть, но оно не во всех домах, а где-нибудь рядом с домом с одним, и рассчитано, соответственно, на несколько семей, на несколько домов. Покажу, сейчас пройдем по улице, я покажу вам дом, но не видно там, конечно, бомбоубежище, но местные говорят, что оно там находится. И еще одно бомбоубежище, насколько я знаю, находится вот под этим ДК. И Дом культуры, конечно же, является, наверное, главным аккордом этого места. Посмотрите на эти колонны. Для рабочих, которые пришли со смены, это, наверное, был своего рода дворец, здание-дворец. Здесь они слушали оперы, читали лекции, чувствовали себя, наверное, элитой, а не просто винтиком системы. И по факту оно даже, наверное, прямое доказательство того, что даже в пригородном поселке готовились к самому худшему, к той самой ядерной войне. Поселок небольшой, Курьянова мне показался даже гораздо больше. Видите, идет ремонт. С правой стороны это школа, с левой стороны почта. Мы с вами посмотрели. И давайте пройдем уже по главной улице без оркестра. Так, там шум будет сейчас. Асфальт снимают. Давайте школу покажу. 3-я Северная, 15. Большая школа за зеленым забором. Но раньше вот этих заборов, конечно же, не было. Максимум забор это был штакетник. Потому что люди общались, ходили. Сейчас, конечно же, не так. Я еще не сказал, что за ДК
С левой стороны и туда дальше находится большой-большой северный парк. И посмотрите, как здесь спроектированы улицы. Много зелени, центр, ДК. Это была попытка создать тот самый город-сад, о котором мечтали все советские градостроители. Что это за памятный знак? Памятный знак, не могу там прочитать. Северная водопроводная станция постоянно подает питьевую воду в столицу с 12 апреля 1952 года. Неудивительно, что сюда едут кинорежиссеры. Смотрите, тут вообще ничего не надо переделывать. Это, кстати, магазин, и фотографию, по-моему, я тоже видел 50-х, 60-х. Здесь тоже был магазин. Поставьте здесь ретро-машину, уберите современные вывески, и ты уже в 55-м году. Здесь снимали фильмы вроде «Мосгаз», детективы. Как говорится, почувствуйте разницу. Как это место выглядит в кино и как наяву. Северные бани. Круто. Здравствуйте. А у вас бани действующие, да? Да. Вообще красота. Можно я здесь сниму? Да, конечно. Вы живете в Советском Союзе. В 55-е, 60-е однозначно. Ну, круто у вас здесь. То есть все могут любой, да, прийти Да, конечно. без записи, все. Общественные бани, да. Бани все равны. Все люди. Да, в бане все равны, это точно. Все так. Круто. Слушай, я снимал в Курьяново, у вас прям один в один. Вы были в Курьяново? Нет. Там очные сооружения один в один, вот прям близнец, брат. ДК такой же, все расположение, линии, дома. Это бывшая пекарня, насколько я знаю. Вот здесь, да, была? Да, по-моему, да, насколько я наслышан. То есть, ну, раньше по-любому была баня все равно, только где-нибудь в другом месте. Это свежая баня. А, свежая? Да, молодая. Ну, здание старое, Да, конечно. тех времен еще, Да, 50-х. Класс, понял. А вы здесь живете, да, в поселке? Нет, работаю. Работаете. Как вам поселок? А? Как вам поселок? Очень комфортно, нравится. Ну, мне знакомы с этими дома, немецкие военнопленные же строили. Ну, я читал, что и пленные, и лагерь. Пленные у меня то же самое, на Пляжаевской тоже, на Беговой этих полно домов сохранилось. Они очень комфортные, кстати, для проживания до сих пор. Я еще читал, что, ну, мне сейчас уже местный развеял этот миф, что якобы под каждым домом бомбоубежище. Ну, он сказал, что то есть Ну, не на исключено. линию, не, он говорит, что на линию тут несколько домов, и в одном доме стоит бомбоубежище. О, что это такое? Ну, это парк. Раз в час парк. Понял. И бомбоубежище одно, то есть на несколько домов, на несколько семей. Ну, не исключено, очень может быть. Ну, круто. Хорошего у вас места для работы. Спасибо. Хорошего дня вам. Так, ну мы поняли, да, что здесь у нас, судя по всему, раньше была пекарня, но сейчас баня. Но я уверен, что где-то наверняка стоит какое-то здание старое, где тоже располагались бани. Это печное отопление, что ли, там? Здравствуйте. А можно вам вопрос задать? Вы здесь проживаете? Нет. А что можете сказать про поселок? Лучше всех. Сейчас на самом деле очень тяжело человека развести на разговор. Все друг друга боятся. Это вы уже поняли по видео из Дрезны. Так. То есть у нас двухэтажный дом, палисадник, и я вижу, человек работает. Интересно, здесь можно пройти или нет? Ну, давайте рискнем. Заодно узнаем, частная территория это или нет, или это все-таки как подъезд. Но дом большой и длинный. В таких домах уже жили люди попроще. Да, это подъезд. Обычный рабочий. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы здесь живете, да? Это ваш огород?
Я просто приехал в ваш поселок видео снять. Мне так нравится здесь. Уютно, зелено. А, вот здесь? Вот эти первые 4 окна, нижний первый этаж. И не знаю, не то снимают. Давайте не то- подержу. Давайте. Ничего вы тут насобирали. Красной смородины. Смородина. Красота. Черную Вы где-то в смородину. высотке живете, да, наверное, в Москве? Сюда приезжаете отдыхать душой и телом? Почему? Я Нет? на Сове-Ковалевской живу отдельно просто от дочери. А, Вот, у них тут домик, сарайчик был. Вот, Вот здесь, да? Получше, да. а получается, что у каждого свой участок земли да, есть, да? да, А, сотка это ихняя законная. Тут класс. просто они не то сдают, не только, по-моему, сдают. Поэтому здесь бесхозная. М. Вот. Это вот жилое со второго этажа, это с первого наше. Ну, там То есть дальше. предусматривалось изначально, что у каждого... Ну, и вы же знаете, что поселок Северный строился пленными немцами. Да. 49-го года пленные вот строили. И их под реновацию не собираются сдавать. Но это круто же, если такое место сохранят. Ну, круто, хорошие квартиры, правда, газовое отопление, но оно, понимаете, с этим, как, ну, не напрямую газ Мгм. идет, С а баллонами? через- Да Баллоны? и не баллоны, Ну ладно, если он в этом не понимаю особо. и я тоже. Но в любом случае туалет, ванна же все есть. Туалет, ванная, а газ, он прямо в квартире, у нас в ванной стоит. У кого М. на кухне, у кого как. А комнаты большие? Потолки? Комнаты? Кухня 12 метров, ты. вторая комната 12 метров, а вторая 18. Слушай, 12 метров по тем временам это Ну, кухня. я вам говорю, а какие они добротные. Да, да, да. Не, ну, Вот зайдешь изнутри, хоть и стоит там Wi-Fi, мгм. и не дозвонишься, как катакомбы. То есть Вы стены понимаете, большие. это уже предусмотрено, наверное, во время, чтобы во время войны не рушится Ядерной ничего. войны как Да. раз готовились к этому же. Вот, подвалы были все обустроены людьми, хранилища. Это сейчас вот уже люди поменялись многие. Это 49-го года Мгм. многие поумирали, поэтому покупают, сдают дети. Ну, в общем, Ну, вот меняют. как-то А так. подвал получается, Мы ну тоже где-то. купили, дочка купила. То есть под домом на каждого подвал, да, был? Был подвал на А. каждого. Да какой большой, просторный, как квартира. Ничего себе. Вот я бы с удовольствием посмотрел на такой подвал. Это вот Щас это, наверное, это из подвала, да, открыто. получается, вот Ну, вентиляция, скорее всего. Ну, да, это Ничего вентиляция. себе. А Щас- сколько? Ага. Сейчас это сам, все там ключи, замки висят и не пропускают нас. Все М. оттуда сказали убрать. Еще в том или позапрошлом А, году. то есть вас заставили освободить подвал? Да, да. Вы там купили, протечка. Вот, а. видите, тоже такой дом. Здесь раньше столовая была. Мгм. А сейчас ее оборудовали, тут что-то делают. Булки, выпечки, разные там бургеры. Вот это вот здание огородили, Мгм. да. И оттуда нас засоряют. А, вон Потому оно что здесь водопровод один, как бы вода снабжается и туда, и сюда, а они там вот это вот жиры всякие, трансжиры, все засоряет Ну, нас. И понятно. подвал часто топит. А вы знаете, наша служба какая Ну работает. да. К сожалению, знаю. Ну вот, поэтому здесь подвалы сказали освободить, там налепили, что-то делали, ну, в общем, для нас уже он перекрыт. Да. А потому что многие коренные вымерли люди, а кто кому сдает, им это не надо. И там Мгм. хлам один собрался. В общем, Понятно. вот такие дела. Понял. Ну, Да. спасибо вам за информацию. А сейчас что-то делают там, На крыше имеете в виду? на крыше, да. Не знаю, что тут, что-то, не знаю даже что. М. Вот. А раньше печки были или нет? Вот трубы стоят. Это не или печки, вентиляция? это так и было. Еще у нас, когда газа не было, это после войны, что не пропускали так. Вот я не знаю, как они называются, специальные, вот если у вас дача есть, Мгм. специальный под газ, и включаешь воду, напор, и идет газ. Не знаю, ребят, кто знает, напишите, о чем речь. Я не знаю. Ну,
Колонка. Колонка, понятно. Колонка газовая, вот. Понятно. Трубы-то есть, колонку подается, но она от напора действует. Холодная сама по себе, а горячая от напора. Чем больше напор, тем больше горячесть. Понятно. Колонка газовая. Раньше такого и не было. Это 17 квартир, да? То есть 17. Ну, это на весь дом. У нас тут 2 сюда, 2 сюда. На первом этаже 4 квартиры. А как коридором, да, идет? Общий Ну, коридор? Я вам квартиру не... Не надо мне квартиру. Посмотрите, как подъезд расположен. Вот подвалы наши закрыли, перекрыли. Вон здесь как. О, это вход на второй этаж. Ну, то же самое, 2 крыла. Туда-сюда. А, вот двери. Коридоры большие, шкафы понаделали. Я вам покажу. Темно. Сейчас включится. Вон Понимаете? оно как. Одна квартира, вторая на ту сторону. Шкафы, видите, коридоры длинные, хорошие. Вот сейчас так делают в новых квартирах. Ну и, соответственно, То же такое самое. крыло то же самое. Ну круто, И также слушайте. на втором этаже. Это же все оригинальное еще, да? Как? Все оригинальное еще с тех времен. Конечно. Вот строили. Тут ремонт что делали? Вон, видите, там свежак. Ну, побелят, покрасят. Ну да. Ну, пройдите. Ну я понял, что там тоже. А, я вижу, у вас там течет с крыши желтые пятна, подтеки. Ну, этого я не знаю, я там не живу. Ребят, смотрите, все настоящее, как говорится, дерево. Ну, видимо, да. Там же 2 крыла туда-сюда. Ну класс. А сколько потолки метров? Не знаю. Ну метра 3, наверное, не меньше, да? Не знаю. Высокий, судя по всему, вот по дверям. Я говорю, я не живу, дочь я приезжает, так что. Понял. Вот такое. Спасибо. Хорошего дня вам. До свидания. Ну вот, ребят, сами вы все видели, слышали. Ну, круто, мне нравится. Вообще, в Советском Союзе планировалась, конечно же, вот такая застройка. Город-сад, вы, наверное, все это слышали на слуху. Представьте, если бы вот такая была Москва, и не только Москва, а вся Россия, да это было бы вообще круто. Это было реально круто. Причем одни плюсы, потому что не многоэтажная, значит, нужно было его строить больше, между ними расстояния огромные, прокладывать дороги, трубы, а это деньги, ремонты, люди ездят на машинах, покупают бензин. То есть это все. На всем этом можно зарабатывать. О, посмотрите, какие арки там. Давайте еще здесь посмотрим. Первая северная, 8. Спасибо женщине, если вдруг она будет меня смотреть, за то, что рассказала и показала. Это какой-то ремонтный, наверное, цех, судя по всему. Снимаю видео про ваш поселок. Заходил с той стороны, женщина общалась, мне показывала, как все устроено. А вы здесь работаете, да? Да. Это как ЖКО? Вот это ТЖ, А, здесь ТЖ. у нас дежурка Дежурка. обычно. То есть вы обслуживаете поселок? Поселок, да. А вы здесь живете в поселке? Да. Как вообще Ну, устроено? Тут, сейчас скажу, 7 штук на весь поселок. А, 7. То есть не под каждым домом? Нет. Ну, подвалы под каждым. В 4-квартирных домах там маленькие подвалчики, там техническое помещение, там находится тепловой узел, в общем, вода и отопление в этих подвалах. Они не предназначены для того, чтобы люди находились. Ну, стены крепкие, я посмотрел, прям толстые у домов. Тут сам дом как бомбоубежище. Ну, так. Ну да. Круто. А каково вообще жить в таком поселке? Честно говоря, я вам чуть-чуть завидую. Нормально. У вас тут тишина, покой, Да. зелень. Я как будто бы не в Москве. Вот серьезно. Вот многие приезжают, тут квартиры покупают, тоже говорят, тут прям шикарно. Шикарно, реально шикарно. У вас Там я видел... Дом культуры видели? нет? Да, я прошел через него, начал. Школа стоит, потом, по-моему, музыкальная школа новая на входе, да, вот с той стороны стоит. И детсады, наверное, да, несколько? Или как вообще? Это лучше вам в офис подойти вот туда,
следующий дом, такая жарка будет. Мгм. Там, где с девочками пообщаться. Это там ТСЖ наше руководство находится. Мгм. Ну, с ними можно поговорить. Ну, я просто с вами, вы общаетесь, чем мне там ходить. Я сейчас пойду дальше, прогуляюсь, посмотрю еще там домики. Ну, круто, классно. Спасибо. Хорошее место у вас для работы и для жизни. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Так, ну здесь у нас парк, большой парк, большая территория, видите, все зелено. К девчонкам не пойду общаться, потому что так проще, когда человек увидел, зацепился, как говорится, языком и начали общаться. По пути, если, конечно, будет кто-то еще, обязательно пообщаемся. Да, как я уже, наверное, и сказал, и вы поняли, то сегодня это очень-очень дорогое место. Это уже даже не ведомственный поселок, а престижная локация. Люди платят огромные деньги, чтобы здесь жить. Представляете, ты живешь в черте Москвы, вот в таком месте. А вы здесь живете? Как вам поселок? Я вот тоже хожу, удивляюсь, как будто бы я где-то далеко-далеко, а не в Москве. А вы где-то здесь недалеко, да, живете? Понял. Спасибо. Ну и там у нас ДК. Оттуда я и начинал, по факту. Откуда сами? А? Из Орла? Круто. Как вам поселок? Реально. Представь, ты в Москве, а вокруг двухэтажки, зелень, да? А вы здесь работаете, да? Да. Асфальт кладете, бордюры меняете? Нет. Благоустройство. Благоустройство полностью? Вы тоже, да, из Орла? Нет, я из Белгорода. Из Белгорода? Он тоже из Белгорода. Тоже из Белгорода. А почему в Москву на работу? Потому что заработок тут. Нормально, да, платят? Конечно. Ну, классно. Как вам поселок? Для жизни? Да. Для жизни отлично. Нет. Или ну так- удаленность от Москвы? Ну да, далековато. Ну, метро по факту рядом. Метро рядом, а если так вот прогуляться где-то, то лучше ближе к центру. То есть не хватает, наверное, развлечений, да? Ты имеешь в Ну, виду торговый центр, В моем такое? возрасте не хватает, конечно, а более взрослые люди, им тут, наверное, лучше. Ну да, комфортно. Ладно, ребят, спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо. Будем общаться со всеми. Кого встретим, с теми и будем общаться. Вот мужчина красит. Снимаю про ваш поселок. Сразу скажу, мне все нравится, вообще круто. Даже я не представляю, как в Москве можно жить вот так, по факту. Ну, А вот каково вам? нормально. здесь Поэтому живется? я говорю, когда мне говорят, у тебя дача есть, я говорю, нафиг она мне нужна. Ну это точно, дача не нужна. У меня здесь все хватает, мне больше земли не надо. Кусты вон растут со смородины, яблоню посадили, и хорошо. А сколько у вас соток? Я здесь даже не знаю, по-моему, около 5, по-моему. 5 соток. Это получается, что... Это все государственная земля, это не частная. Не частная. Нет, это все дома государственные, все государственное, здесь частного ничего нет на поселке. То есть вообще не приватизировано ничего? Нет, ну квартиры приватизированы, Приватизировано. но это не частная приватизация. Понял. Земля все равно государственная под домом. Ну земля, да, понял. А на сколько хозяев получается у вас дом? 4. 4. Получается, добрый день. Получается 6 входов в дом. На первом этаже по 2 входа с кухни и с большой комнаты. А на второй этаж по одному входу. Вот на первом этаже входишь на терраску и своя лесенка на второй этаж. Также с другой стороны. То есть вот здесь на второй этаж? Да? То есть вот я захожу Ага. и сразу лесенка на второй этаж. Получается, вот я выхожу на то окно, это коридор. Ага. А у соседей, получается, под этим коридором тоже вот вход. А второй вход соседей от терраски торчит, то есть это с кухни вход. А вот на второй этаж один вход. Слушайте, ну вообще красота. Квартиры все одинаковые, квадратуры приблизительно 65 квадратов. А потолки? Двухкомнатные все квартиры, что на первом, что на втором этаже. А потолки? Ну, потолки где-то, не знаю, сколько, честно прям. Метра по 3, наверное? Ну, 3 нет, 2,60, 2,70. Чуть поменьше.
Понял. А это ведомственные квартиры вам давали, да? Когда-то, да, это станция, вот что у нас станция водопроводная есть здесь, вот северно-проводная станция, Да-да-да. водоканал. Это вот поселок был построен, начался, эта станция началась строить, то есть когда здесь началось все строительство, это была Московская область, Мытищинский район, это как я забыл, это Краснополянский, это Краснополянский район был. И здесь начали строить станцию. Когда станцию построили, мы стали Москва. Нас перевели. То есть вы с Москва. того времени здесь? Сколько лет здесь прожили? С рождения. С рождения? Вы... Ничего себе. Поэтому я говорю, когда что-то не говорят, я уже привык, что я живу вот так, другого я не знаю. Вы Вот. коренной житель Здесь, этого да, места. Да, ну тут как получается, то есть, короче, это большая и маленькая комната. Большая комната 18 квадратов, маленькая где-то в районе 12. Вот люди приходили работать на водопроводную станцию, давали маленькую комнату обычно. Маленькую комнату давали, люди женились, создавали семью, давали большую комнату, 18 квадратов переезжали. В маленькой жили обычно одинокие. Потом уже, как бы, когда станция начала строить дома, там новые дома через лес, ну как мы считаем новые дома, они тоже там таких же годов. Короче, там пятиэтажки построили, начали людей в пятиэтажки переселять. А эти квартиры стали давать уже как бы, ну, под семью оставлять. И получается, мы жили сначала в другом доме, в таком же, в маленькой комнате. Потом, как мы сюда переехали в этот вот дом, в большую комнату с соседями, жили коммуналки. После этого соседки, как бы, ну, началось улучшение, соседки дали однокомнатную квартиру, она уехала из комнаты, а мы получили маленькую комнату. И вот получается квартира теперь. Здесь на коммуналок осталось одна или две. То есть коммуналки здесь есть еще? Вот второй дом, который стоит. Вот там. Да, вот, короче, получается, с той стороны, да, там до сих пор коммуналка. Там большая комната и маленькая, разные хозяева. Ничего себе. Так и живем. Понял. А магазины? Вот это, да, магазин? Значит, рассказываю, когда здесь, ну, все уже Московская область была же за кольцом, Ага. мы были Москва. Вот этот, что где сейчас вот суд, и в конце вот это, где сейчас агентство ритуальных услуг, это был у нас магазин Маринский Масторг, филиал номер 1. Все, что было в Маринском Масторге, было у нас здесь. Поэтому сюда все приезжали со всей страны, у нас здесь покупали все, потому что у нас здесь было все. Слушайте, а я читал, что еще охраняли все это дело, охрана, сюда просто так не зайдешь, не Нет. пройдешь. Это только станцию, никогда. У нас Вохра была раньше, назывался Вохр. Все равно милиция охраняла. И все. А поселок То есть в поселке можно было закрытого ходить? Никогда не было, да. То есть Поселок всё интернет врет. Я просто в интернете это почитал. Да, никогда Понятно. здесь. Ну, когда-то нет, когда-то здесь поселок начали строить вот с 5-й линии, там первые дома немцы. Они показали, как эти вот коттеджи строятся, то есть, и все, и потом уже началось это потепление, типа там начали отпускать их, они поуезжали, потом наши зэки здесь строили. Здесь были два лагеря, женский и мужской. Мужской лагерь находился вот за водопроводной станцией, а женский лагерь находился, где сейчас 169-е дома на этом месте. И вот они строили уже дома. Дома были все покрыты черепицей. Это уже в наши дни, да, поменяли? Глиняной, да, короче. Вот как сейчас вот профнастил, вот допустим, так же лежала черепица у нас на всех домах. Ну, вот черепица начала биться. Сейчас, наверное, даже сарай уже не найдете с черепицей, уже все перекрыли. И наши СССР взял, поменял все на железо. Наверное, проще обслуживать просто. Дешевле. Ну, черепицу-то где брать было? Ну да, да. Ну и вот так вот. А вот эти одноэтажные дома вот там, Значит, вот там. вот это все были рабочие дома, а все одноэтажные коттеджи, это руководство станции было. От руководства станции. Значит, вот в этой Инженеры, да? жил, да, главный инженер станции, здесь вот тоже главный инженер жил. Вот, а там коттеджи у нас есть тоже одиначные, но двухэтажные. Там жили руководители станции, директор станции, там был, им давали. И так вот теперь. А вот здесь дальше как аппендикс такой, как выемка вот. Ну вот тоже там все Там, вот да, эти, тоже руководство там тоже, жило? да, тоже одноэтажные коттеджи. Там есть одна входные, есть двухвходные с двух сторон, как бы коттеджная бласточка. А был вообще где-нибудь дом на одного хозяина? Вот только эти. Только вот эти? Только руководящих. То есть можно так было определить сразу? Да. Все понял. Чудо-магазин вот продовольственный, он всю жизнь, я говорю, был один из лучших магазинов с продуктами. Продукты были всегда. Колбаса была по 2,20, по 2,90. Еще ходили, спрашивали, откуда колбаса, с Рязани или со Смоленска. Там тогда еще понимали, какую брать, какую не брать. То есть еще выбирали? Да, Вредничали? да. Насчет поставки здесь как бы никто никогда не страдал. Хлебный за углом вот был, где сейчас баня. Получается, промтоварный вот в конце. Это где суд сейчас, это был этот культоварный магазин, как бы игрушки, как мы его называли.
Вот тут так и жили. Слушайте, вы тут жили по факту в своем Советском Союзе. Да, у нас было, Всё у нас было. был вообще постсовет свой. То есть здесь были свои, как бы, ну и депутаты. Ну да, депутатов не было, как бы был постсовет. Избирали своих руководителей, как бы, ну кто здесь. И все, и убирали поселок, и все делали. Тут и жили отдельно. Так и сейчас чисто. Ну, сейчас уже это Москва, Тоже. как бы, Ну, понятно. стала. Ну, как бы, я говорю, централизованно стали Мгм. убираться. А раньше вообще это было, как бы, Все внутри. все внутри, все свое было. Понял. Спасибо большое. Конечно. Спасибо. Пообщались. Вот вы прям золото, кого я нашел. Спасибо. Здравствуйте. Вы здесь живете? Сейчас я к вам приду. Общаться так общаться. Вот репортер, да, Да, видео снимаю на YouTube. YouTube? Да. Все хорошо. Хотел вопрос задать вам. Такой Как вам здесь живется? превосходно. Москва в Москве, ни хрена себе, деревни. А вы здесь с самого начала? Нет. А сколько лет примерно живете? Лет 12, наверное. Лет 12. То есть вы купили, да, здесь, наверное, уже? Ну, Или вот дали здесь от работы? Здесь дом, А. только девай, где ближе к церкви туда. А это ее у друзей еще пока. А, у друзей были? Да, в коттедже. Понял. Здесь этого раньше не было. Тут как бы было проще. Ну как проще? Здесь дороги вот другие, здесь все делают. Зачем вот дорога? Была дорога, наверное, зачем надо было делать? Для чего? А это бюджет, деньги надо. Ну, деньги правят миром. Кого-то. Не всегда так. Понял. Ладно, спасибо. Да нет, Пойду дальше поснимаю. А где суд тут сказали мне? Да, конечно. Что, реально, что ли? Да, Да ладно. да. Записывайте, где смотреть. А в YouTube же вроде как бы прикрыли. Может, ютубер? Да, В ютубере, скорее да, всего. да. Ютуб-то уже все. Ну кто сказал? Все работает. Да? Да, надо А. просто знать, как подключать. Ну, вообще, конечно, себе увижу. Да. Всё, благо, Спасибо, пожалуйста, здоровья. спасибо. А где суд у вас тут был? Суд, А здание это суда. здесь у нас был, ну, Вот был это? суд, А, вот суд, суд. суд. Вот это здание суда. Это суд. Понял, сейчас пройду здесь. А это баня наша. Я понял, я уже был в бане. Нормально? Да, вообще круто. Всё, спасибо. Все прямо как у людей. Да, точно вот. Да вот все в Москве даже. Все как должно быть. Здесь самое что интересно, всесоюзная здравница, всесоюзная здравница, как можно сказать. Да. Вот смотрите, самое что интересно, здесь спокойно. Да. Это как Москва в Москве получается. Город в городе. Город в городе, да. Вот Москва, понимаешь, как? Суета, муравейники, человейники. Спокойненько, все ладненько. Да. А в парке были? Я начал с ДК, ну, парк у вас... Ну ЗК Да. это уже парк Да, начинается. да. Там белочки бегают, Да. но они пока не ручные, они не ручные. Ну, приучат. Не, они пока не приезжают, они смотрят так, но они не подходят близко. Дикие. Почему, не знаю. Понял. Ладно. Так что, как вас величать? Алексей. Сергей. Алексей. 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 У меня Игорь. Очень Ну приятно. все, Алексей, очень приятно. Спасибо. Давайте увидимся. Давайте. Счастливо. Как хорошо пообщаться. Вот здание суда. Мировой судья судебного участка. Как хорошо пообщаться. Слушайте, открытые люди. С кем начинал общаться, все общаются. То есть никто меня не отпнул. Это хорошо. Так, вот такие еще здесь технические проезды, видите. Гаражи. И, наверное, вход еще в дом как раз-таки с этой стороны. Как мы поняли, что у каждого дома есть свой участок. И, соответственно... я вымазался. Это я на забор облокотился, вымазался. Сейчас надо оттереться. В общем, у каждого есть свой участок. И сейчас давайте покажу вам, где жило руководство. Одноэтажные коттеджи на 1-2 семьи были более элитными. Вот, кстати, закуток такой же, как в Курьяново. И вот эти дома строили персонально для высшего руководства. Начальника водопроводной станции, главные инженеры, профессора, консультанты. Навес сделали себе под машину. Вот такой вход. У таких домов есть веранда. Наверное, она с той стороны. Отдельный большой палисадник.
И все это подчеркивает и подчеркивало высокий статус жильца. Как и в Курьяново, по факту, точно такая же иерархия. Даже здесь, в городе Саде, система четко делила людей на кто важнее и кто просто винтик системы. Да, и здесь отчетливо это все видно. Дорогие машины, ну, в данный момент. Кто-то под крышей, наверное, еще себе делает какие-то комнаты. Посмотрите, какой вход. Колонны стоят. Ну и здесь у нас двухэтажные дома на 2-4 квартиры. Строились для обычных людей, для обычных строителей. Кто здесь мог жить? Мастера, лаборанты, наверное. Кстати, это позволяло по факту компактно расселять основной штат сотрудников и тем самым сэкономить на стройматериалах. Вообще здесь Москва выглядит не совсем как Москва, больше похоже на такой пригород где-то в Европе. Уютный пригород, причем он застрял в середине прошлого века. Именно там, в 60-х. Большая территория. Напишите, ребят, хотели бы здесь жить? Я уверен, что многие бы из вас с удовольствием сюда переселились. Особенно с этих муравейников, человейников. Зелень, ягоды растут, вишня, яблоки, груши. Тишина, спокойствие. Люди занимаются на огороде. И действительно никакая дача здесь не нужна. Вот оно, все под носом. Слышен только шум ветра. Посмотрите, что у людей здесь растет. Помидорчики, малина, ежевика, я так понимаю. Да, это кусты малины большие. Есть урны, все как в большом городе. Проездная, да, техническая дорога. Ну, это уже почта. Мы здесь с вами были. Давайте пройдем еще в ту сторону, посмотрим, как там обстоят дела. Может, встретим кого-нибудь, пообщаемся еще. Как в Москве вообще такое место еще сохранилось. Еще сохранилось, Да. да. Это же очень старый поселок. Немцы пленные строили. Да, я читал историю, тоже рассказал, что пленные немцы, И пленные лагеря наши, наши да. тоже здесь строили. Там. Да, на месте нашего дома вот стояла вышка и комендантский. Вот здесь старый. вышка Да, стояла? Да, стояла вышка. и То есть здесь уже комендантский дом. ограждение, получается, было, Нет, да, не забор? было ограждения такого. Просто стояла вышка, Просто а ограждение было дальше. Ага. Ограждение было дальше. А ограждали, Сначала с чего? ограждали поселок чтобы жили, или... нет, чтобы жили, кто строил. А, Сначала построили вон те дальние. то есть Не там, здесь, да? здесь, вон там вон, общежития, в которых вы жили. Вот там дальние, это большие дома. Если вы пройдете по той первой улице, вы Пойду, увидите то дома, обязательно да. схожу. Ну вот, поэтому. А поселок, он, тут много что снято было, много фильмов. Да, я тоже читал об этом. А вы имеете в виду, что общежитие, которое строило самое Да, первое, да, то есть да, оно да. сохранилось еще? Но они, потом они стали квартирного типа дома. Ну, то есть построили, Ну, чтобы жили так и все. То есть жили там пленные, здесь Ну стояли да, вышки, и они здесь работали, Ну, да, строили да, все остальное. да. Но сначала же была построена на станция, а Со потом уже... станции. Нет, ну это параллельно. Станция, Параллельно а потом строилось. это, да.
Поэтому тут и есть линии. Линии, как на Западе, нет улиц. если Она так и называется. квадратные. Первая линия, Да, вторая это и линия. есть линии, которые были построены на Западе. Вот. Так что, ну, очень многие хотели, даже Лужков потом отказался. Он говорит, нет, этот нужно оставить исторически. Но вот Собянин точит зубы. Ну, не дайте. Не А чё, дайте. тут точит зубы, тут как же, вот территория, земля и вот дома. Все содержатся, ну как, дома, ну, сами понимаете, вот это такой вид. Ну Но земля если- же государственная, да, по факту? Ну, государственная, ну, да. Нет, у некоторых взята земля уже выкуплена. Выкупили, то есть? Выкуплена. Через суд сделали так, чтобы она стала частной. Стала частной. А дома уже вот где на 4, вот, некоторые дома, вот при них как раз вот земля есть. Вот он есть, тут же все было свое. Если дальше вы пройдете, ну вот, увидите, там же вот здание, которое, если правильно пойдете прямо и с левой стороны, там же было своя белье стирали. Мы бы сдавали белье, свои прачечные, там Прачечные. и гладили, да. То есть здание тоже стоит, да? Оно здание длинное стоит, да. его То есть тоже мне надо продали. дойти до конца и налево Нет, уйти. оно вот налево, вы видите, оно длинное, сейчас его ремонтируют. А рядом с этим зданием, где разобранное здание, была баня. То есть вот те бани, это просто была... Это не магазин баня. был, а Это баня вот здесь. Вот настоящая баня была здесь. А тут был магазин. И да, была булочная, в которой очень хорошо выпекали. А где суд был раньше культ товара. Культ товара. А где похоронное бюро, ну вот там, где там, значит, дальше вы пройдете. Я до суда доходил и заходил еще направо в закуток, там где 4-я линия. Да, нет, а если Дальше не прямо пошел. идете, перед вами здание стоит, это как на похоронное бюро, там был большой универмаг. Универмаг, вот. А поселок сам же до 80-го года был закрытый. А мне мужчина сказал, что был открытый якобы. Поселок был закрыт. Это в смысле какого? Вам, если что-то купить или что, они знали, что такие вещи не продавались. И мужчина говорит, вот там на въезде после 11 часов проверяли паспорта. Автобус ходил, проверяли паспорта до 80-го года. То есть по факту забор был огражден все-таки не было забором. забора, Не было нет, забора. просто автобус заходил Просто в Дмитровке, автобус. но стоял. А больше никак вообще нельзя было Просто попасть, что ли, почему? сюда? Ты попадаешь в поселок, смысл-то в чем? Ты заходишь в магазин, тебе только продают молоко и батон хлеба. А если ты при дефиците того, что вот что-то ты купить. А это- как отличали? Знали всех своих лицо или какой-то Ну, талоны, во-первых, карточки? паспорт и все. По И паспорту. потом все знали уже. Тут в поселке раньше был сам поселок, если мне не изменяет память, было всего 2500. Потом стало 6500, потом а сейчас уже около 13. С учетом того, что построили вот эти большие дома. Ведь поселок заканчивался где клуб. ДК. Там дальше Ну, лес это шел, клуб наверное, да? называется. Там был лес. Дальше, с левой стороны, даже многие это не знают, с левой стороны, где больничный комплекс, там же был и крематорий. Да, там остался. Все свое крематорий, и где мы сдавали анализы. Ребят, вот это был клуб, библиотека, клуб по интересам, то есть шашки, книжки, что-то, наверное, какие-то игры, да, приходили, играли, ну, местные. Ну, там шашки, шахматы. А в каком году он был построен? Позже, чем Дом культуры? Или раньше? Или одинаково он строился? Позже уже, да? позже. Сначала Дом культуры, а потом он был. Наверное, уже 60-е, да, года? Но он красивый фасад у него. Он был еще лучше фасад. Еще лучше. То есть 2 этажа, видите, какое остекление большое. Скорее всего, это современно, а раньше, наверное, было одно большое панорамное окно. Маленькие были. Маленькие, такие же, да? Они, верх был закрыт. Ну вот А-а. видите, где дверь, Мгм. а остальное было закрыто. То есть по-другому было. Вот тоже заезды, видите. А вот это кирпичное здание, я предполагаю, что это как раз-таки сарайчики, где хранили уголь, потому что когда-то еще отапливалось все углем. Так что, кто знает, напишите, так это или нет. Но мне мужчина сказал, что так и есть. Вот здесь, видите, участок такой полузаброшенный, огородили ленточкой, большая территория причем. И судя по всему, то, что мужчина сказал, с левой стороны у нас должны быть прачечные. Прачечные в данный момент выкупили,
И ремонтируют, и что там будет, неизвестно. А, вот тоже, видите, сарайчик. А вот, кстати, и черепица, про которую говорил нам мужчина, рассказывал, что сверху была черепица, пока металлом все это не сделали. Вот она. Сейчас покажу вам. Вот такая. То есть она сохранилась. И это тоже, ну, углярка. Так назовем ее. Вот они, прачечные. Они? Да, судя по всему, это они и есть. Представьте, насколько этот поселок был автономный. Своя прачечная, магазин, там, суд, ДК, сад, школа. Все здесь было. Все было здесь. Вот здесь какая-то режимная территория, что-то ограждено. Не знаю, туда уже не пойду. И, кстати, там дальше в лесу тоже режимная территория. Какой-то закрытый лес. Но нам туда не надо. Что здесь, не скажу. Вот ремонт идет. Ребят, не представляете, я пришел к тому же самому дому. Вот он, длинный дом, где мы с бабушкой общались. Получается, что вот это и есть то самое общежитие, где жили строители этого поселка. То есть у каждого была комната своя. Наверное, в каждой комнате жил по 3-4 человека, как это обычно бывает. Тем более, если здесь жили заключенные, хотя я не знаю, не уверен. Но строители, то, что жили строители, это точно. Вот он, еще один дом, где тоже жили строители. То есть первая северная линия, 8-й и 6-й дом, бывшие общаги. Да, придется мне все-таки сейчас зайти вовнутрь, пообщаться с девчонками, спросить, как дойти до парка, до того советского парка еще с фонтаном. Ну что, спросил я, где фонтан находится. Вот он, закрытый, правда, да, его не видно. Это управление Мосводоканала, большое трехэтажное здание. И по факту, вот, наверное, про этот фонтан мне мужчина и говорил, что он светится и сейчас замотан. Ну, особо смотреть на самом деле здесь нечего. И на той стороне вижу в парке плакаты стоят, как раз таки, надо тоже дойти посмотреть. И там, наверное, указаны все, кто строил, ну и вообще история этого места. Вот такой фонтан. Ну да, похож, наверное, на советский того времени. Простенько, но со вкусом. Сейчас не работает. И давайте пройдем сейчас вот по той аллее. Это, наверное, их местный, хотя с той стороны же северный парк. А это, наверное, тоже какая-то парковая зона. Ну и там въезд, скорее всего, режимная территория. Нам туда не надо. Самокаты. Причем много самокатов. Людей никого нет. Колючая проволока. Да, вот здесь у нас указано о водопроводной станции. Вся история. Кому интересно, ставьте на паузу. Делайте скриншот. Старые фотографии. Я найду, конечно, фотографии тоже прикреплю, где мы с вами гуляли. Вот это место мы отсюда начинали. Вот флаг, герб, где сейчас почта. Дом культуры. Вот эту фотографию я вам прикреплю, она у меня есть точно. Ленин. Вот он, дедушка Ленин. В общем, вот такой парк. Видите, впереди многоэтажка, слышите шум. Город уже почти догнал поселок. А где бы вы хотели жить? В таком поселке или вот в такой высотке? Пишите в комментариях.